Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, и раздел учения – это слух Бога. Когда мы рассматриваем уровень слуха Бога, то есть рассматриваем, например, орган слуха Бога, то в данном случае, прежде всего, мы видим, что мы имеем дело с тем, что человеку ближе в фазе восприятия. Ну, например, если мы рассмотрим зрение Бога, то Бог видящий, да, и всевидящий, Он и все присутствующий. То есть это есть макроуровень и макромасштаб сразу же действия Бога. Когда мы рассматриваем уровень слуха Бога, это, в общем-то, контрастная достаточно для восприятия человека система, выражающаяся в том, что слышать-то можно физическим органом, и слышать, в принципе, можно откуда-то и что-то. И вот когда мы, например, ставим задачу рассмотреть именно слух Бога, то мы должны, прежде всего, рассмотреть параметры слуха Бога. То есть, что он слышит с точки зрения человека. То, что там шум моря, листву, это понятно, но ведь Бог, создающий реальность, Он слышит нечто другое, что более всеохватывающее и что более как бы обобщенное, да, в слухе. И когда мы можем эту систему знаний распространить, например, на человека, то по аналогии с человеком, рассматривающим, например, слух на каком-то далеком водопаде, который не возле него, да, но он может слышать этот водопад, то техника этого распространения заключается в том, что он выражает, в общем-то, идею Бога о том, что расстояние, значит, развивает слух в сторону восприятия Богом каких-то процессов. То есть вот слух Бога — это значит, во-первых, услышать там, ну, присутствие Бога. Бог всегда там, где есть процесс какой-то. И даже там, где его нет. То есть слух — это разделительная характеристика того, что мы можем соотнести и с Богом, и с человеком одновременно. И когда мы начинаем в практических целях управления это реализовывать, мы можем сказать, что достаточно услышать позитивный уровень события или позитивный зов события. Вот здесь применимо такое слово, как зов события. И тогда мы получаем свершившееся управление. Следовательно, по аналогии с Богом человек может слышать именно зов события, зовущего к положительному осуществлению фактов. Словом зовущего или звуком, да? Или же звуком той вибрации, того уровня, что соответствует уровню души человека. То есть, получается, человек своей душой слышит фактически уровень события, какого-либо события, и причем тот уровень, который соответствует душе человека. То есть в случае, если мы рассматриваем слух Бога, то есть действует по аналогии со слухом Бога в действии управления событием, мы работаем сразу же душой. И действительно, изначально было слово, следовательно, слово было воспринято душой. И когда слово воспринято душой, мы можем сказать, что душа Бога проявлена в слове. Слово, реализующее созидательную конструкцию, это есть полнота души Бога. Слово, которое не реализует, например, да, макросозидательность, это есть то слово, где Бог развивает. Следовательно, для восприятия человека слухом Бога является то знание, которое Бог дает, сам воспринимая свое собственное знание. Ведь только в слухе Бога, когда Он слышит, что Он, например, говорит, мы можем сказать, что Он воспринимает. В зрении Бога, которое, например, и реализует конструкцию, одновременно воспринимает, мы можем сказать, что он как бы участвует бесконечные скоростные потоки, соотносящиеся с световыми уровнями восприятия, что соответствует цвету, свету, ну то есть бесконечным характеристикам. И для освоения, например, этих процессов требуется, вообще говоря, варьирование управления бесконечными уровнями информации, бесконечными, в общем-то, массами информации с точки зрения тела человека. Вот для слуха Бога мы можем выбрать конкретный звук и проанализировать, что Бог услышал, например, идущий тот звук, который Он сам издал, к нему же идущий, причем локальный звук. Тогда мы очень четко можем проследить действие Бога по отношению к самому себе. Когда мы такое действие совершаем, то вполне очевидно, что мы можем тогда, например, слышать свой собственный организм, как он вообще работает. Да? Первая характеристика работы организма – это бесшумность, например, его работы с точки зрения восприятия. Например, когда вы даже вот физически там проходите мимо людей, в целом
если там у человека нет артроза, он работает, ну, как бы организм работает бесшумно или нет каких-то специальных физических проблем. Следовательно, каноном работы, значит, организма является как бы его тишина с точки зрения, значит, присутствия Бога в плане, например, реакции слуховых параметров, и с точки зрения того, что если Бог в данный момент там, да, делает какую-то иную работу по будущим событиям организма, то человек в этот момент, с точки зрения как бы тишины работы своего организма, в этих событиях ему помогает. То есть, чтобы услышать, как работает Бог, надо как бы ну, быть тихим, да? То есть не воспроизводить отраженных слуховых сигналов. Если вы, например, переходите в светообразы, то стоит только один вариант как бы слуха выразить в среде управления, то мы получаем множество взаимоотраженных сигналов и получаем, что если свет – это изначально тихий уровень работы, свет, пересекаясь, не создает вибрации, пока он не переходит в плотное тело, то слух, звук, он создает множество вибраций в ограниченной, например, в тихой среде. Отсюда можно сделать вывод, как, например, управление можно создать конкретно тело человека или там часть тела за счет двух параметров – зрения и слух. Причем можно использовать два параметра – слух человека и зрение человека. Для этого надо исходить из того, что звук – это есть многопараметрическая система, которая, отражаясь, дает как бы уровень многообразия связей, а зрение, например, направленное в бесконечность, это есть уровень, который создает платформу для того, чтобы слух, предположим, создавал на этой платформе ряд действий, световых действий. И когда мы видим и слышим, то мы видим практически, как бы получается, в суе, видим, каким образом сочетается и слух, и зрение, и само событие, например, в нашем собственном организме. Вот именно когда мы воспринимаем звуковую волну, то мы видим ее, в общем-то, некую напряженность, да, этой звуковой волны, или это в воде, или просто звук очень сильный, если он очень мощный, то мы ее ощущаем, эту звуковую волну. Так вот, чтобы эту звуковую волну трансформировать на спасение мира, мы должны, в общем-то, преобразовать этот звук в своем собственном организме. То есть мы должны преобразовать в структуре своего волевого управления и получить из этой звуковой волны, например, там, управление. То есть из звука можно получить, ну, фактически энергию или там, силу для управления. В то время как свет может быть совершенно идентичен звуковой волне, если свет, он благоприятен для человека. То есть для Бога звук и, например, зрение, то есть оптика и слово, это есть одно и то же, если речь идет о благоприятном развитии событий для человека. Когда мы вот эту аксиому принимаем как постулат, то очень многие процессы становятся совершенно понятными. Например, процесс фотосинтеза, там, преобразования, предположим, в кислород, да, например, каких-то газов в растении, это есть уровень, где бесшумное растение, которое, ну, шумит только если на него дует тот же самый ветер, создает кислород, который является газом, например, да? И тогда получается, что создав кислород, создав некую воздушную среду, растение подвергается колебаниям и воспринимается в виде шуршания листвы. То слух Бога воспринимает это растение изначально в структуре, когда только еще была заложена структура переработки, например, в кислород. То есть Бог воспринимает фундаментальное событие, которое, опять же, вне времени и вне пространства находится. Для человека это восприятие душой человека уже следственного фактора, например, самого кислорода. Чтобы человек понял, как Бог слышит листву, он должен видеть, куда распространяется кислород. То есть видеть широту развития следственных факторов. Когда он начинает это видеть, он понимает, как Бог создавал растения. Опять же, через слуховой фактор. Дело в том, что эта система, она достаточно усложнена, в общем-то, для как бы, ну, варианта быстрого восприятия. И поэтому здесь, вот, когда мы рассматриваем понятие слуха Бога, мы должны прежде всего рассматривать, что многосложные конструкции в практическом управлении переходят в структуру очень простую и позитивную, если только лишь мы начинаем слышать будущие события. Вот здесь вот прогностический уровень имеет, в общем-то, часто принципиальное значение, потому что когда мы рассматриваем именно уровень прогностический, то
мы очень четко можем сказать, что в прогностике звуковые вибрации имеют, в общем-то, часто первоочередную роль или, так скажем, первоочередную функцию с точки зрения того, что вы прогнозируете правильно. Потому что если мы знаем звук мотора, да, машины, то этот звук в будущем он не меняется. В то время как может меняться цвет, месторасположение машины, да, в будущем. Вы же можете четко зафиксировать только слуховой фактор, то, что вы можете считать, что сейчас она звучит так же, как в будущем. Или тот же самый холодильник. Да? В принципе, шелест листвы тоже не меняется в основном в данном месте, при данном ветре. Следовательно, слух – это координатная система, позволяющая при построении событий будущего строить их достаточно точно, если мы выделяем слуховые параметры. Также и для Бога. Изначально созданное слово позволяет ему точно создавать будущее, например, человечество, зная, что звуковая форма слова приведет обязательно в нужное русло развития самого человечества. И получается, когда мы работаем через слово, например, да, звуковыми формами, может быть, даже не обязательно проговаривая слово, а просто-навсего работая звуковыми вибрациями, переводя их, например, то в свет, то, предположим, опять звуковую вибрацию, то мы получаем, что Бог изначально создал весь мир совершенно точным и как бы абсолютно понятным, во-первых, для Него самого, ибо Он все равно все понимает, да, за счет какой-то макроформы, скажем, да, когда дух, душа и тело его физически объединены в плане всеобщего понимания того, что он делает. Он знает каждое следующее действие. То для человека вот это вот знание следующего действия, это есть выделение звуковых параметров будущих событий. Так что работа с таким понятием, как слух Бога, это есть очень прагматичная, очень прикладная система, которая выражается в том, что если, например, там в верхнем уровне, да, вот я там, предположим, могу пальцами показать верхний уровень, мы находим то событие, которое нужно реализовать, то в нижнем уровне это событие реализовано, хотя оно может здесь не находиться. Оно может быть реализовано в слове. Событие реализовано. Место не нужно находить событие, место всеобщее. А реализовано положительно, да, нормально для человека, оно может быть везде. Следовательно, звуковая форма позволяет не создавать место. И поэтому, когда мы переводим в звуковую форму, предположим, управления, мы можем вполне сказать, что также можно это место и выделить в структуру обязательного уровня реализации. Например, воскрешение. Да? Воскрешение произошло, значит, оно обязательно произошло, раз слово произнесено с точки зрения Бога. Произношение и действие, даже любая мысль, это есть действие с точки зрения Бога. Когда мы делаем как бы здесь, в общем-то, получается наоборот, то есть через слово, наоборот, определяем место события, то для души Бога мы делаем именно прямую задачу. Вот почему ясно, что обязательно произойдет всеобщее воскрешение. То есть для Бога слово – это бесконечность события, сказанное в слове. То есть придание божественности в событию. Вот почему слово изначально исходит от Бога. И когда мы, например, начинаем это слово как бы анализировать, мы получаем то, что некоторый порядок слов может приводить к исцелению от заболевания. Например, я могу сказать: давайте видеть Бога, потому что мы Его слышим. Если эту фразу, например, там, использовать для излечения желудочно-кишечного тракта, то она действительно излечит, но нам только надо добавить слово, предположим, желудочно-кишечный тракт после этой фразы. И получается, что существуют технологии управления, связанные с преобразованием слова в звуковой форме вот в этот несущий свет жизни. То есть жизнь, если мы рассмотрим пролонгацию слуховой формы этого как бы понятия, то получается, что жизнь для Бога это есть бесконечная величина с точки зрения света. Бог видит слово жизни как бесконечный свет. И когда мы, например, исходим из того, тогда где Бог, Он есть сам жизнь. Тогда Он начинает видеть себя в плане именно вечного развития. Он-то себя ясно, что всегда видит, но в данном случае Он видит себя как человек, который видит Его, как уровень, который дает ему жизнь, и в том числе вечную жизнь. Тогда получается, что чтобы человек один дал другому, например, вечную жизнь в плане помощи, оказания каких-то технологических уровней познания, то здесь получается, что вот именно по данному разделу учения передача слов, соответствующих жизни, то есть звуковых форм, причем так, которые слышит Бог, так надо передавать, что слова эти слышит Бог. Это и есть
структура всеобщего обучения вот по данной структуре технологии именно учения о Боге. Когда мы смотрим слух Бога в плане том, как же Он слышит ваши слова, которые, например, вы распространяете для предотвращения возможной катастрофы на ядерном реакторе, на самолете, где угодно, в организме, да? Тогда получается, что Он слышит, потому что Он тоже этого не хочет, и Он делает так, чтобы этого не произошло. То есть возникает слышимость и сонаправленности движений, одних и тех же движений, в общем-то, по сути событий. Брать ту же машину, все машины, когда едут в одну и ту же форму, значит, перемещаясь в пространство, да, где-то будущая форма пространства, оказывается в виде некой улицы или дороги, и они едут в эту форму, где внешняя форма может быть и форма, данная Богом в плане восприятия человека. И звук соседней машины другой водитель может и не слышать, но он же едет в одном направлении, то есть при этом он понимает примерно, какой звук у другой машины. То есть вот звук конвертируется в то, что он понимает, что если она едет от машины, то у нее есть этот звук. И получается, что есть формы, где движение происходит потому, что есть движение в одну точку, например, чтобы спасти от возможного глобального взрыва ядерного реактора. Движение Бога и движение человека – это бесшумная характеристика с точки зрения внешнего наблюдателя. Вот почему присутствие Бога не слышно и часто не видно. Потому что сонаправленность движения в решении узловых точек мироздания, чтобы не было глобальных катастроф, здесь всегда присутствует этот фактор в сути человека. Почему человек, по сути, он всегда макросозидательный, просто не все, например, видят эту конструкцию своей сущности или своего бытия. И звуковые формы, они позволяют придать этой сущности человека практически объявленную, то есть выявленную форму. То есть достаточно сказать человеку я хочу сделать доброе дело где-то конкретно, и эта сущность у него раскрывается. Когда она раскрывается, она начинает получать контуры неких предположим, слов, в оптике какие-то конструкции световые, и это и есть та конструкция, которую снова слышит Бог. То есть Бог слышит сразу же, кроме того, конечно, что Он всегда все слышит, но имеется в виду, когда Он слышит, исходя из свободы воли человека, пославшего данный звук, что Бог услышал его, ибо доброе действие, добрая воля – это делать как Бог. Когда мы, например, начинаем эту конструкцию увеличивать, в развитии, то действие человека, направленное на осуществление некого доброго действия, излечения или управления положительным событием, не суть важно себе или любому другому человеку, или цивилизации, да? Или вообще какой-то вариант, возьмите, пусть насекомое, вы хотите его спасти, где бы это насекомое ни находилось, не суть важно, по отношению к чему вы направляете действие. Возможно, это капля дождя, которая, например, такова, что вы не хотите, чтобы она разрушилась от своего полета. Да? То есть там, где вообще не требуется разрушения, то сонаправленность этого действия такова, что вы видите, что Бог, объединив, например, свои стремления, в конкретном случае, чтобы не было макрокатастрофы от ядерного взрыва, и того уровня, что Он воспринимает ваше сознательное действие по доброму, то есть управляющему действию, направленному на результат, опять же, в первую очередь, разрешение этой макрокатастрофы, чтобы ее не было, то здесь получается совмещение двух уровней, и тогда вы очень четко видите, как устроены органы слуха физического тела единого Бога. То есть стоит только совместить правильно два уровня восприятия, получается, таких явлений, как сонаправленность в макроспасении и плюс выражение доброты, которое есть божественное выражение, идущее от человека. То есть выражение божественного действия человека. Это совмещение дает конкретный орган слуха. И при этом этот орган слуха в физическом теле единого Бога, он абсолютно не отличается от физического тела человека. И почему, например, орган слуха, он, например, парный, да, такой же, как, предположим, орган зрения, два глаза, да, у человека, физических. Потому что парный уровень означает парное действие. Сейчас я сказал, что стоит только обнаружить одно парное действие, и мы имеем бесконечное количество следствий данного действия. То есть достаточно воспринять звук, предположим, двумя ушами изначально, от начала организации тела человека, и вы получаете все тело, потому что существует бесконечное количество взаимодействия вот этих потоков световых, которые выражаются в их взаимном пересечении.
Но ведь Бог мог создать, сначала создав и сказав слово. И здесь получается, что вот его речь, да, и чем он сказал это слово, это есть органы речи человека, потому что тогда он говорит так, как другие люди понимают. Когда вы начинаете анализировать дальше структуру, то вся остальная структура физического тела единого Бога вырисовывается, как бы она и так ясна вам. То есть вы знаете, что это получается просто физическое тело человека по структуре своей как бы фундаментальной организации, именно в направлении все-таки первично вечного развития. Вот когда мы говорим о вечном развитии вообще цивилизации и о том, как, например, устроено физическое тело Бога с точки зрения вечного развития, то это просто-навсего физическое тело человека. Когда вы начинаете это понимать, то возникает естественный вопрос, почему вот человек, там, обладая такими потенциальными возможностями, например, не реализует структуру своего, предположим, развития, и в чем тогда вообще в принципе отличие? Ведь Бог, Он реально вечен, реально, Он имеет бесконечную структуру создания, реальность вокруг Него, и Он и реально неуязвим, то есть Он существует как бы вне структуры, которая, да, например, может Его как-то уязвить. Но здесь получается, что именно уровень сопереживания человечества, то есть уровень проникновения в его там, внутренние дела, внешнюю структуру души человека, то есть многоуровневый, как бы многопараметрический вход Бога в систему восприятия человека дает возможность здесь сразу понять, что его вечность вот изначально для того и дана, чтобы человек мог этому научиться, иначе бы он мог, ну там Бог, предположим, не высказывать, да, такую структуру, но, казалось бы, понятие мог, здесь в другом заключен импульс. Бог всегда высказывает структуру помощи человеку, Он всегда об этом говорит. И вот когда человек начинает различать речь Бога, то тогда он видит, что Бог ему говорит. Для этого он должен понимать, во-первых, то, что он, естественно, да, говорит обычными, значит, да, человеческими словами, но другой вопрос, чтобы эти слова были действенны для человека, который их воспринимает, человек должен воспринимать эту речь так же, как Бог воспринимает речь человека. Ну, в, например, практике, теории аналогичных подобных систем это понятное действие. Чтобы суметь воспринять, например, какое-то другое действие, надо понять, как другой элемент, да, субъект информации воспринимает ваше собственное. Система как бы определенных коммуникативных отношений для любых систем, в принципе. Ну, например, там, в математике. Тогда получается, что если вы хотите, например, это понять, значит, старайтесь сделать так, чтобы, во-первых, Бог вас понимал, что вы хотите в своем собственном действии, да, обращайтесь речью, ну, нам ставьте цель управления или мысленно проговаривая, или словами, там, предложим, ну, эффективный способ, это есть обращение, например, молитвы, да, обращение какими-то речевыми конструкциями. И в том числе эти речевые конструкции должны быть направлены на то, чтобы Бог в самой речи давал вам управление. То есть Бог способен сделать слух, то есть громкий звуковой уровень формы, тихим для вашего восприятия. То есть получать энергию, да, и получать восстановление можно из сути самого слова. Но действительно, сказав там дерево, можно почувствовать живительные, предположим, там шелест, да, какой-то вот системы, которая выделяет кислород, такой как дерево. И когда мы, например, рассматриваем слово Бог, то мы видим все, что нас организовывает. При этом я сделал переход очень простой, он понятный. То есть он не требует, например, осмысления дальнейшего. Бог ясен внутри этого слова. То есть суть слова получается часто не в звуковой форме, которую воспринимаем мы. Также получается, что Бог воспринимает структуру мира тоже по аналогии, как бы в том числе наоборот. Но вообще Бог можно воспринимать в любом варианте, в котором воспринимает человек. Следовательно, вариант логический, что он, предположим, звуковую форму воспринимает как форму тишины. Если, например, мы видим, ну, например, звук водопада, там, да, как-то вот издалека, и видим водопад, то Бог, когда слышит, он его обязательно видит. То есть зрение и слух у него объединены в его собственной личности. Его личность развита настолько, что он эти явления воспринимает одновременно, и это и есть создание, гармоничное создание мира для Бога. Когда вы одновременно
воспринимаете это, все аспекты события, то вы получаете практически, в общем-то, уровень развития, который соответствует вашей собственной личности, так же, как личности Бога, именно той личности, которая поставила цель развития в качестве человека. И по аналогии, рассуждая, в общем-то, так же, рассуждая как бы тем же методологическим инструментом, вот, который сейчас я привел, можно рассматривать восприятие животных, можно вступать в телепатические контакты с животными, с растениями, с любыми элементами, которые имеют возможность звуковую форму выражать, но и те, которые не имеют этой возможности. Потому что я сказал, что тишина – это одна из форм звука в данном случае для Бога. Бог может воспринимать тишину как звуковую форму. То есть с камнем, да, с любым элементом реальности, с атомом, в конце концов. То есть все, что вы считаете возможным воспринять как объект информации, со всеми элементами можно вступать, в том числе в телепатическую систему связи, то есть словами. Но тогда возникает вопрос, в чем здесь разница? Видеть, там, как где-то атом, например, там, шевелится, да? А другой вопрос, значит, например, там, обратиться как к личности, например, атом. Да? Для человека это необычно, но ведь атом – это выражение Бога в данном месте. Поэтому, когда вы обращаетесь к личности, создавшей, по сути. То есть духовное обращение у вас всегда правильное, а словесное обращение к данному атому – это есть или там какой-то, может быть, это серия микрочастиц, да? Тогда надо выбрать именно одну, какую-то, не суть важно какую, микрочастицу, может быть, это одна молекула, не обязательно атом. Тогда, обратившись, вы можете услышать ответ, но ответ, он более тихий. Вот обратите внимание, что ответ от следственных систем, он более тихий, в то время как обращение к Богу – это громкий свет, именно свет, имеющий порядок такой, как громкость света. И получается, что организация человека состоит как бы из тихих элементов, которые в телепатии очень просто как бы пальпируются, а в то время как именно макрорегулирование, да, то, что создает Бог, это и есть прежде всего сам Бог. В слове, в телепатии, именно в словесном плане, то, что воспринимается слухом, мы воспринимаем всегда как макрообласть, но при этом уникального, как бы автономного во многом плане. То есть Бог, когда мы обращаемся словами к Нему, Он выражен всегда каким-то конкретным местом. Мы можем, конечно, просто обратиться во всю Вселенную, но это будет только Вселенная, это следственная часть Бога. Именно Его результат действия. Хотя она бесконечная, но это не Бог в данном случае. И получается, что обращение ко всему Богу – это есть локальное действие. То есть мы каким-то образом, когда обращаемся телепатически, находим место Его нахождения. Следовательно, один из аспектов определения местонахождения физического тела единого Бога – это обратиться к Нему словом. И обращаясь, например, словами к другим объектам информации, можно выработать телепатический принцип, значит, найти Бога по отношению к этим элементам реальности. Потому что когда вы начинаете обращаться в телепатии там, к растениям, к микромолекулам, ну, может быть, это делать не обязательно часто, но тем не менее можно это постараться сделать и получить ответ от этой, например, да, микросистемы в виде конкретных слов, то можно видеть, что эта система, она на самом деле одухотворена. Здесь присутствует Дух Бога. Слово, издаваемое любой внешней системой, это проявление Духа Бога. Одухотворенная вещь Богом позволяет одухотвориться вам. То есть вы можете, например, словом задать вопрос, там, микроструктура там, какого-то металла, да, как устроена. Вы получаете просто словесный ряд в виде информации. Ну, так называемая слуховая форма получения информации. Она может быть часто, ну, очень длительной, может быть, например, неэффективной для быстрых процессов. То есть, но иногда она бывает очень эффективной, однозначно эффективной, если вы хотите получить точную информацию. То есть средством получения точности информации в том числе является звуковая форма. И это одна из серьезных очень уровней, как бы платформ, в общем-то, построения жестких будущих событий. То есть мы можем в событии заложить одну звуковую форму, например, звук той же машины, или там шелест листвы, или там, предположим, мелодию, которую вы включите там, через 10 дней со своей там, пластинки или какого-то там CD-рома, да? Тогда получается, что это опорная точка, которая заведомо будет существовать в будущем. Уж по крайней мере, что вы лично можете ее включить, вы это знаете. И получается, что как только вы как бы фиксируете свою систему управления на эту мелодию, то
можно привлечь, ну, добавив, например, линии любви, идущие от вас, да, по отношению к внешним, предположим, системам, людям и так далее, объектам информации. Вы можете очень четко привлечь в эту будущую конструкцию их там, по линии любви, по точным линиям, по координатным линиям. Можете излечиться от очень, в общем-то, часто там каких-то острых даже заболеваний, если возьмете там в мелодию, вложите структуру управления, где с проигрыванием данной мелодии, а так как вы ее знаете, да, значит, вы восстанавливаетесь именно потому, что она проигрывает. А проигрывать вы можете, в общем-то, просто включив пальцы. Следовательно, получается, что ваше личное действие, контролируемое, приводит к контролируемому управлению. В данном случае звуковая форма – это абсолютный контроль за управлением. И исходя из этого вы можете совершенно четко сказать, тогда следственная система. Конечно, можно взять и зафиксировать, например, там, дом. Да? Дом все равно же он будет стоять в будущем в этом месте, но дом – это не звуковая форма. То есть восприятие дома, например, в будущем, вот в чем различие физического тела, в данном случае единого Бога и человека, что дом для него это та же конструкция, которую он создал, Бог, например, через там, интеллектуальный, да, труд людей. А звуковая форма, она воспринимается и человеком, и Богом одинаково. И в этом вот есть принципиальная разница для именно построения будущих событий, что будущие события на звуковой форме можно построить, ну, коррелированно, да, к своим целям и управлению, потому что однотипный уровень восприятия и у Бога, и у человека данной мелодии. Один и тот же инструмент – слух. В то время как, предположим, здание для человека – это его собственный труд, а для Бога это труд, значит, через действие человека, но в том числе его личное действие, потому что он определял порядок действий. И здесь мы приходим к очень тонкому моменту присутствия Бога, например, в строительстве здания. Вот человек в основном все сделал, да? Но где гарантия, что там дом не обвалится или не будет какой-то там, предположим, вариант подземных водоносных слоев случайно где-то не проявится. В принципе, это контролируемая система, но не всегда. Или землетрясение, да? Присутствие как бы внешнего фактора. Так вот, Бог, Он всегда присутствует в структуре какого-то здания, да, какой-то системы в виде звуковой формы, но которая не слышит, например, там, наше ухо. Ухо человека, который, например, не знает, как можно слышать так же, как слышит Бог. А ухо человека, который слышит, как слышит Бог, он может услышать звук разваливающегося здания. И тогда ясно, что как бы вот эта слышимость, это есть та информация, которая существует внутри системы. То есть Бог, по сути, дает предупреждающую, да, какую-то структуру для того, чтобы человек смог что-то предпринять, чтобы, например, хотя бы при разрушении здания, или вообще оно лучше бы не разрушилось, да, но, по крайней мере, чтобы не погибли люди. То есть элемент слуха связан с элементом действия у Бога. То есть Бог дает слышать то, что вы сможете предотвратить. И получается, что слух – это есть управление будущим событием. Достаточно услышать событие, как бы, ну, возможно, там, да, негативного плана, событие расформировывается очень конкретно, расформируется быстро за счет того, что вы характеристики слуха ну, как бы ввели в форму данного события. И получается, что когда вы так делаете, то ясно, почему оно расформируется, что Бог присутствует, Он слышит сонаправленно, да, по предотвращению возможной какой-то, например, в первую очередь глобальной катастрофы, а вообще говоря, и каких-то мелких, да, локальных событий. Следовательно, чтобы Бог присутствовал и не было даже мелких каких-то катастроф, например, вы сделали управление и нужна помощь Бога, тогда это событие нужно сделать таким, чтобы оно больше звучало, да, в информации. И придание звуковых форм, возможно, проблемному событию заключается в том, что вы более интенсивно делаете звучание тех систем, которые должны быть преобразованы, но не тех, которые должны быть зафиксированы в виде там какой-то проблемы, а именно звук преобразования отрицательного события. Ну, предположим, там у людей некая печаль, вы берете и вводите какую-то мелодию радости, да, в эту систему. И тогда, получается, вы привлекаете тем самым взор Бога, но и взор других людей, событие не реализовывается. Ну, предположим, в моей практике предотвращения, например, авиационных катастроф, некоторые дефекты не обязательно было указывать, предположим, там, позвонив по телефону или оставив диагностическую какую-то карту, а можно было
просто как бы заиграть, ну, как пластинку, эту вот именно мыслеформу, соответствующую данному дефекту в самолете. И какой-нибудь техник, он никак уже не мог как бы избавиться от этой, ну, своеобразной, да, пластинки, пока он этот дефект не снимет. Это не носит назойливой какой-то формы, это просто проявляет звуковую форму данного предмета или данного дефекта. Он просто-навсего по каким-то причинам идет и что-то вот проверяет именно этот блок, оказывается, что там дефект. Он его, например, снимает и таким образом решает вопрос управления самолетом, например. И вот, в принципе, если уметь засвечивать структуру будущих событий в виде таких звуковых форм, то мы получаем достаточно устойчивую систему будущих развитий. Другой вопрос, что данная система, она как бы энергоемкая и очень нагрузочна в плане, что ли, того, что звуковые формы, их надо еще создать. То есть надо сначала как бы определить место, потом создать звуковую форму, акцентирующую внимание. То есть это как бы ряд, да, действий, не мгновенное, часто прямое управление, а как бы последовательность неких действий. Но с другой стороны, значит, иногда это часто бывает единственная форма для именно успешной реализации данного события там, да, где-нибудь в бесконечности или, например, даже здесь, там, в ближайшем будущем. Следовательно, звуковая форма управления событием – это либо ближайшее будущее, там, в течение суток очень эффективно можно применять, либо это бесконечное будущее. Вот обратите внимание, что я взял именно два этих параметра. Максимальная эффективность вот именно на том уровне, о котором сейчас я говорю, по соотношению именно действия слуха Бога. Это две, казалось бы, такие разные конструкции. Но по сути слух человека, он так и устроен. Он воспринимает какую-то конкретную речь или конкретный звук, но звук – это та характеристика, которая объединена с бесконечной фазой каких-то будущих событий мира, в том числе будущих. И получается, что почему именно в основном будущих? Потому что если, например, рассмотреть структуру там, света, который очень быстро движется, он может как бы попасть, да, в прошлое событие, как бы в то время, в минус время, когда уже событие реализовалось. А звук, он имеет только будущую направленность, потому что это достаточно конкретная характеристика, в общем-то, состояния реальности. Звук, произнесенный в данное время, он может быть произнесен только в это время. И чтобы его направить, например, в прошлое, сначала концентрировать, сначала нужно его там преобразовать в свет, а потом уже там или в виде звуковой формы как-то принудительно направлять, да, в сектор прошлого. Вот поэтому ситуация, связанная со звуком, это есть целевой, ну как бы некий, что ли, маяк или поплавок, скажем, да, так можно сравнить, который постоянно двигает будущее. Почему именно Бог избрал звуковую форму развития цивилизации в виде там, звука, речи? Ну, в том числе, конечно, есть и другие формы, но звуковая, как критериально направленная в будущее форма, она действительно очень имеет в том числе личностный аспект. Часто многие документы значит, не имеют никакого значения личных переговоров между там, высшим руководством, да, каких-то стран там, и так далее. То есть звуковая форма, когда человек говорит лично кому-то, хотя бы даже по телефону, то есть подтверждение структуры личностного восприятия. Есть, правда, еще один элемент, можно звук имитировать, да, в современных технологиях, то здесь звук служит как средством сближения людей, то есть, чтобы не имитировать звук, должен быть тот же самый человек. Но есть еще как бы нюанс, можно, в общем-то, как бы вывести на структуру более там, следующей технологии, когда можно имитировать, предположим, в виде, предположим, там, клонов, да, но здесь ситуация такова, что звуковая форма не дает возможности не продифференцировать объект, потому что звуковая форма одного объекта информации, другого, она всегда различна. Речь идет о том, что можно сделать действие, да, можно сделать, посмотреть взглядом, предположим, да, но действие может быть подобным. Звуковая форма, человек, который сказал в прошлом и скажет в будущем, эти два элемента всегда сонаправлены с действием слуха Бога. Слух Бога таков, что он все равно услышит всегда все. А вот сделанное действие он должен видеть, он должен содействовать этому действию. То есть зрение Бога – это есть обязательно содействие Бога в данный момент. Бог всегда помогает. Слух он может слышать просто как слух творчества. И помощь осуществляется в том, что если только человек хочет. То есть человек и Бог, хотя
Бог всегда помогает человеку, даже в слуховой форме, но здесь получается, что его присутствие именно Бога заключено в том, что человек не может быть повторен в звуковой форме. Человек может сказать звуком бесконечное количество, да, слов, в то время как сделать бесконечное количество движений в принципе нельзя. Количество движений вокруг человека, руками, ногами, в любых там ситуациях, оно все-таки исчисляется конечной величиной. Звуковая форма – это бесконечное количество любых новых слов, звуков или там целей, можно сказать одними словами, но разные цели управления. Следовательно, в слове именно человек ближе сонаправлен, именно ближе находится к Богу, когда он действует словами. И когда вы можете, ну, например, там, перевести в виде чертежа или письма, но это все равно слово. Это как бы тихое, да, слово, не звучащее, но оно звучит в виде мышления. И, следовательно, мышление, то есть то, что воспринимается для человека мышлением, не в виде звука слова, да, а в виде там, текста, это есть действие Духа Бога в слове. Дух, который дает возможность развить слух человека так же, как и слух Бога, именно в творческом процессе. Почему творческие люди или там некие там великие открытия делаются в уровне именно высокого творческого, что ли, состояния духа и человека, и получается Бога. Бог, дающий, испытывает также творческое состояние своего собственного духа при этом. То есть он получает личностные факторы человека. Слух позволяет Богу стать, ну, как бы, более, что ли, человечным в плане восприятия человека. Именно когда человек воспринимает Бога. Хотя Бог абсолютно, там, максимально, да, человечен, но это еще человек должен увидеть. Потому что происходит, ну, как бы в мире достаточно проблемные ситуации, предположим, там, террористические войны, да, какие-то системы другого типа там, биологической смерти и так далее. Или даже болезни. Да? А вот если мы видим искренность Бога по отношению к человеку, то человек уже может не попасть в эти ситуации. То есть он должен видеть человечность Бога по отношению к себе человека. Тогда он понимает, что Бог ему, конечно, всегда помогает. Вот понимание, это есть как бы диалог, да, мысленный диалог, который для человека часто выглядит в виде все-таки словес, то есть именно звукового фактора. Человечность Бога – это и звуковой фактор в восприятии человека. Когда мы, например, эту истину начинаем понимать, то ясно, что все люди воскреснут, потому что здесь есть человечный именно фактор, человеческий фактор, распространимый на физическое тело человека. Оно значит вечно, естественно, оно будет жить в будущем. Мы можем ускорить встречу, например, с воскрешенным уже, если считаем, что человечность, значит, ну, как бы слуха получается Бога, да, именно в том числе то, что такие же органы физические слуха, такова, что воскрешенный это тоже понимает. То есть как только мы передаем эту структуру в звуковой форме, то мы находим объединение, в общем-то, ну, получается, как бы трех людей, да? Значит, Бог, воскрешенный и тот, кто воскрешал. И передача технологий прямая, потому что три человека, ну, могут, как бы, очень близко можно увидеть, что делает Бог. Именно тому человеку, кто воскрешает. А можно, например, говорить, например, об излечении болезней. Предположим, вот часто, ну, наиболее, скажем там, известные врачи из тех систем более ранних веков, когда не было там большого количества различных инструментов, технологий, излечивали путем, значит, ну, того, что они представляли или в этот момент общались с Богом. Вот их присутствие, но они же общались словами. И истинно верующие врачи, они часто излечивали гораздо быстрее. Верой слуховой, то есть там, что Бог слышит стенания, да, людей, решались многие вопросы, действительно предотвращающие катастрофы, какие-то там эпидемии, да, макроинфекции и так далее. Получается, что мы можем говорить о том, что диалоговая система Бог-человек – это в том числе слуховая форма, то есть звуковая форма, которая выражена в словах обычных, физических. Физическое обращение физическим словом – это есть прямое обращение к Богу
в первую очередь тогда, когда это направлено на общесозидательную структуру, а можно говорить любые слова, но засвечивать как бы свет души на макроспособность, делать управление душой. И получается, что в звуковой форме сочетать можно сразу два типа управления. Это словом и одновременно, например, управление душой, светом. Тогда получается, что совмещение двух факторов этих управления дает абсолютную устойчивость управляющего фактора будущего процесса как бы реализации. То есть совмещение этих двух факторов управления дает возможность там, быстро что-то делать, там, быстро проговаривать, но будет понятно, например. Да? То есть часто, предположим, я в зале веду лекционный материал на том, в общем-то, я считаю, все-таки он является по сути-то высоким, то есть фундаментальным уровнем, рассчитанным на то, что понимает, например, там, человек, даже пусть один, там, да, максимально понимающий, но я точно знаю, что в зале люди одновременно находятся все в системе понимания, потому что есть действие души, да, например, там, моей, данного человека, и все другие это просто видят, этот цвет и этот звук. Совмещение света понимания одного человека, да, как бы одного столба, и звука, который понятен мне, например, да, и ему дает возможность получить понимание всех, в общем-то, в момент этого действия. То есть, вот, например, я, когда говорю в зале, в общем-то, в любом зале можно говорить очень сложными конструкциями. И люди в этот момент будут понимать, если в этом зале есть хотя бы один понимающий в реальном времени, так как вы именно хотите эту речь. То есть Бог делает так, чтобы хотя бы один понимал речь, о которой Он говорит. Когда вы понимаете, то все спасены. В этот момент все понимают и все знают. Совмещение световой, то есть формы души, то есть духовной формы, в том числе Бога. И более того, здесь даже совмещена физическая структура единого Бога, потому что здесь физическое тело единого Бога дает возможность, ну, фактически существованию мира. То есть он дает звуковую форму в физическом теле человека. Следовательно, звук, именно слух Бога, характеризует, в общем-то, опосредованно, но в том числе и прямо, то, что физическое тело человека и Бога – это идентичные тела. И когда вы, например, находитесь в этом уровне понимания, то ваши проблемы часто решаются практически сразу, стоит только о проблемах, в общем-то, заявить на слуховую форму восприятия Бога. Ну, как бы довести, да, до Бога, как бы правильную конструкцию своих действий. И получается, ну, с другой стороны, так как Бог все слышит и везде присутствует, то, казалось бы, например, да, зачем нужно специально брать, еще доводить? А для того, чтобы было развитие такое, что вы научились действовать так, как действует Бог. И тогда вы по как бы функциональности, да, подобных систем доводите структуру, но фактически в момент решения вы ее понимаете, но уже понимаете в виде знания. Здесь идет переход там, звука, да, световой формы в форму знаний. То есть в этот момент вы понимаете, но так же устроена ваша душа. То есть душа фактически она в конкретный момент все знает. И получается, что то, о чем я говорю, звука, там, светооптическая форма управления, это есть одна из конструкций вашей души собственной. Следовательно, вы можете отсюда перейти очень спокойно к структуре управления собственным телом, так как, зная структуру души, хотя бы конструктивного, там, прикладного плана, пусть даже с этой точки зрения, да, можно очень спокойно рассмотреть структуру взаимодействия света и звука, например, там, внутри физического тела. Почему существуют органы, которые, например, ну, не обладают какой-либо звуковой формой, да, предположим, мышцы, клетки. Если рассматривать органы, мышцы, а клетки как составляющую структуру органов, то получается, что можно на очень небольшом, как бы, да, слабом, в общем-то, импульсе восстановить всю мышцу, а значит и весь организм. Там, где структура из неслышанного, как менее слышимого уровня клетка переходит в более слышимый орган, мы получаем структуру восстановления. Достаточно восстановить клетку и по звуковой форме восстановить всю мышцу, или там целый орган, или даже вырастить. Поэтому, когда мы говорим о структуре взаимодействия звука и света, и рассматриваем именно процесс слух Бога, то есть анализируем этот процесс, я сейчас показал один из элементов анализа, то можем иметь очень серьезные прикладные технологии именно устойчивого управления. Здесь самое главное
что устойчивое управление. И по возможности, когда работаете с этой лекцией, смотрите на динамику, например, там, движение, да, моей руки. То есть старайтесь посмотреть, там, или как я работаю с речью, то есть старайтесь увидеть взаимодействие еще и действия. Тогда может быть как раз эффект как бы многократного управления одной системой, хотя в большей степени надо рассматривать именно звуковую форму управления. Этот эффект он может срабатывать практически мгновенно за счет того, что очень много параметров управления там, да, одной точкой или одной областью или одной задачей. И в качестве конкретной практики посмотрите возможность управления звуковой формой макросистем, там, где, казалось бы, нужно применить либо там целевое, там, экстремальное, быстрое управление, светоуправление или какую-то иную дистанционную технологию, а вы постарайтесь еще поработать с звуком в этом плане. И вы увидите, что звуком также легко работать с макросистемой, чтобы не было там макрокатастрофы и так далее. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.